Сегодня я точно не забуду. Да. Так. Так. Ну. Да ну ты чё? А, Миша, здорово, маме, привет, здорово, хорошего стрима. Спасибо, Сереж. Я написал уже. Вот. Да, я написал. Еще надо вот здесь написать. Вот тут. Да. Оп, оп, оп. Я уже видел. Настенька, привет тебе, Настюш, привет, Уля тебе, привет. Ага, ты что-то сегодня прям обалдеть. Офигеть. Что рано я сегодня начал стрим. Ну ладно, ну ничего страшного. Я не первая. Сережка первый, как обычно. Почти всегда первый. Нет, ты не первая. Настюш, ну ты у меня не первая. Ну извини меня, пожалуйста. Прости, засранца. А сейчас я еще напишу там в одну. А, не получается. Ну ладно, что. Вау, да он тут живет. Привет, с Киева, Миш, хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Сама ты тут живешь. Нет, он просто быстро заходит. Выборочно как-то приходит оповещение. Вот когда Владик со мной был целое лето, и он рядом сидит, и ему оповещения не приходили. Вот. А там на работе один парнишка с нами работал. Ему сразу оповещение приходит. Понимаешь, я с песню скидываю днем. Я скинул, 5 секунд ему приходит уже оповещение. Как вот YouTube распознает, кому давать, кому не давать. У меня уведомление пришло сразу, зашел. Да. Настюш, каюсь, я не списал песню. Осень. Такой вот я злыдень писюкатый. Ой. Да, Юр, здравствуй. Че, Юр, у тебя сегодня будет стрим? Нет? Покусаю. Ну, смотря за что и как кусать будешь. Песни тоже сразу слушаю и пишу клиенты. Комменты. Коди. Нажимают. Да нажимают, Коди. Нажимают. И нифига. Что-то YouTube мудрит. Ты комменты видел?
Да, Настенька, ВКонтакте видел. Пока это на ой, боимся. Не знаю, Юра ушел, нет. Юра, у тебя сегодня будет стрим, Юр? А, тогда не знаю. Ну, да, вот так вот бывает. Не знаю, что происходит, вообще не понимаю. Че, как вы? У нас лето вернулось. Лучше бойся. А с тех хомячков не боюсь. Сереж, а вдруг это не хомячок, а кролик? Нападет на тебя и замучает до смерти. Ну я же вредный. Вредный, когда мы с тобой созвонимся по WhatsApp, хоть посмотреть твои глаза хочу. А? Кон Макс Студиос, привет. Здравствуй. Здравствуй, Макс, здравствуй. На днях. Понятно. На днях это значит никогда. Просто Макс, брат. А, Макс, все, Макс, я понял. Макс, здорово, братка. Здравствуй. Настя, ты вредная, это точно сказала. Че, как ты сам там? Там нормально все. Вот, потихонечку, полигонечку, да, работаем. Вечером стараюсь стримить, пока не надоело. Пока не надоело. Я даже вот из-за стримов, из-за вас, я, короче, работу раньше заканчиваю. Хотя у меня сдельщина, я могу до темна работать, там до 10 могу вечера работать. Я такого не говорила, если сказала, так и будет. Ох, как ничего себе. Вау. Уже 850, не в смысле? 800? Какие 850? Ты что? Откуда? 835. Ты что? Макс. Я же испугался, что за 15 человек, думаю, что ли, подписалось за начало стрима. Ошибся маленько. Геймер, здравствуй, Даку. Здорово. Верочка, привет, Оля тебе. И это неплохо. Ты что? Ну, я согласен, да. Я согласен. А матери сегодня нету, она пошла с девчонками, короче, гулять. Но они будут гулять. Что-то шея чешется. Она не будет гулять. Шаня, привет. Привет, Верочка, привет. Потихоньку продвигаемся. Ну да, в принципе, продвигаемся. Вот, у нас тепло, погода хорошая. А у нас, в принципе, Сереж, тоже неплохо. Ну, ты смотри, вот она целый день молчит, короче, эта муха. Как я начинаю стрим, она начинает, короче, летать вокруг меня. Это что это? Хейтерша, что ли, такая? Это что, в натуре? Я тебе точно... Где ты? Я тебе крылышки пообрываю. Но скоро зима. Да ладно, что, зима пройдет, так круговорот. Зима пройдет, наступит лето, там, не знаю, весна. Поддержку можешь ожидать от нас. Какую поддержку? А, то, что сидите на стриме. Да я знаю, что вы меня поддерживаете. О, я знаю, что вы меня поддерживаете. Не обижай маленьких крылатых. Ой ты, боже мой. Ой, ты прям защитница. Ты не в Гринпис случайно работаешь, Настенька, а? Случаем. Как мама моя.
6000 минут это сколько часов? О, 6000 минут. 6000. Ой, я не знаю. Кто у нас математик есть хороший? 60 минут это 1 час. 600 минут это 10 часов. 6000 минут это 100 часов. 100 часов. Арсен, здравствуй. Здравствуй, Арсенчик, здравствуй. На вашем канале началась прямая трансляция. Спасибо, YouTube, спасибо. А я без вас знаю, что у меня началась трансляция. Обалдеть. Спустя 10 минут пришло ко мне оповещение, что я начал... Что происходит? Вот смотри, если будет ПК, то пойдем сыграем вместе. Опять проблемы с... Нет, нет, это просто человек, Верочка спросила, 6000 минут это сколько часов. Я уже не обращаю, Арсен, внимания на минуты там. Вот, зрителей так просматриваю. Да вот. 100 часов. Ну да. О, Катюша, приветули тебе, Катенька, обалдеть. Зашла все-таки, молодец. Молодец, Юрке, привет. Как вы там, нормально все у вас? Надеюсь, вместе или он опять в разъездах? Уголек споете? Да, сейчас, ребят, сейчас все споем. А вот. 1100 часов. Блин, пипец, погода дождь пойдет. Миш, так что ты не ответил? Подожди, стой. А в что сыграем-то, Макс? Скажи мне, в что сыграем? Мне кажется, если вот у меня будет ПК, меня зрители не поймут. Я вот Happy Wheels, веселые колеса, 2 раза стримил. Ребят просто заходили, ты что, говорят, идиот, что ли, уходили просто. Ну, мои, вот мои любимые подписчики. Потому что привыкли, что я на гитаре пою песенки. А в что сыграем? Смотря какой ПК. А у меня сейчас никакого. Вот он стоит, бедненький. Кое-как тянет мои стримики. Вот. Анюта лучше всех. Ну, это хорошо. Ну, типа, Ирина Андреевский. Всем большой приветик. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что забежали. Тёма, здравствуй. Ну, типа, выживание, это вполне будет неплохо. Апокалипсис, типа. Здравствуйте всем. Макс, давай договоримся. Я не загадываю на будущее. Будет комп, я выйду, скажу, ребята, все, вот он, у меня комп. Сразу песенка вспоминается. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, ла-ла-ла-ла. Тогда будем думать. А что сейчас думать? Ну, что сейчас думать? Душу травить. Ну, зачем? Вау, Люцик. Ох, нифига себе. Люцик, здорово тебе, дружище. Я в шоке. Что это такое? Это как это? Ну, так мы забились. Ну, смотря в что играть, конечно, что, можно будет поиграть в что-нибудь. 13 людей, ух. Самый рекорд был. Вот Саши нету, Саши. Саши нету, Александр С. Он знает о моем канале больше, чем я, ребят. Я не знаю, как это так. Вот. Он может сказать, сколько месяц назад было. Дядь Миш, я 10 раз пересмотрел Машу и Медведя, когда свинья... Да, это просто все. Как этого зовут, кого мы ждали? Зерновка, что ли? Зерновка, ну. Ставим, давайте поддержим. Да мне кажется, уже все ребятки, которые со мной, они все, значит, заходят сразу пальцы вверх. Точно. А что такое вверх? Что случилось? Как вы, человеки? Нормально все, Люцик. Здравствуйте, рад тебя видеть. Блин, давно не было. Смертный, как дела? Просто вспомнить не могу. Да, Зерновка, Андрей.
Удачный стрим, я полетел. Ну давай, Макс, спасибо, братиш, что забежал. Спасибо огромное. Забегайте хотя бы, да, просто, ну, там, поддержать, там, хотя бы плюсиком. И он, Арсен, сын уже уехал почти 2 недели назад. Уехал он к себе, вот, к матери. Мать тоже, сегодня мать ушла там с девчонками гулять. Так что я пока один. Я супер. Давай, Макс, спасибо, что забежал. Забегай еще чуть. Я думаю, сегодня стрим будет длинный. Нет, длинный этот, а это будет продолжительный стрим. Смертный. А я скучал. Так, ну а чё, может Растафарая забамбухать? Катюш, ты, Люцик, слышал Растафарая в моем исполнении? Катюш, ты слышала Растафарая в моем исполнении? А? Ребятулечки. Не-а. Сильно скучал. Катя, с чего это? Авторские права, что ли? Та-ра-та-та. Та-ра-та-та. Уголек лучше. Нет, не слышу. Сейчас я спою, это, Арсен, это мои старые, я их знаю не первый год. Ты так не шути, Катя. Ух ты ж, ёкарный бабай. Он оно чё? Сережка, это устная договоренность. Ты понял, Серый? Ока. Ну чё, Растафарай споем? Ой. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. И снова бьет мне в глаза, манит меня в ночи луна дымнота. Ой, да, но темнота не отпустит ты меня, колет мне в бок, будто сталь песен даль, горизонта печаль. А мы ж тут все на каныду сами пили, не смогли, смеялись, джокеры твои горстями звезды сыпали. Остановись, погоди, да ты не стой, садись, в ногах не томись. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Огонь нажег, сизый смог выдохнет муза, пара строк под капюшон, на листы пробьются, растать тексты, кто был добрей, чем Марлей, только Джа, дым да ганджа. Злой вой и лесострой, сколько тут забрело носой, кто-то там рано на покой, кому на тело раны. Ой, да ну ты встань, ты за моею спиной, любовь да покой. Мой Вавилон ведет к землям Сион, Растафарай, охраняемый львом. Место добра, место боли и зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, и солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай.
Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Вер под такую песню не танцует, мне кажется, я не знаю. А как под такую песню вообще? Головой только качать, не знаю. Как? Про все один. Ты сначала спросишь, про что я написал. Кто о чем, короче. Здорово, хорош. Ну, Other Game. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Ай, кружиться хочу. Сегодня в белом танце кружимся, да? Наверное, мы с тобой подружимся, и ночью мы с тобой останемся, а утром навсегда раз... Ну ладно, 8 человек, кто тут? Где я? Кто тут? Ау, люди! Михаил Владимирович, у вас холодно, дома нормально, а на улице, ну так себе. Спой эту песню. Какую? Какую? Какую песню? Как дела? Мою. А, мою. Сейчас поем, Вер. Ну подожди, дайте мне подышать чуть-чуть. Ну. Кредо в белом танце. А, кредо. Бля, кредо споем. Чё. Может мне для начала купить, короче, себе какой-нибудь центр, чтобы там это было, как ее, караоке. Точно. И петь вам. Да ну нахер, там что, ну там караоке, что там петь, там диски надо. Короче, все, что-то мне понесло не туда. А можно забабахать, в траве сидел компьютер. О, Танюшка, приветули, Танечка. Танюшка. Чмок тебе в ушко. Та-ра-та-та. В траве сидел компьютер. Это что-то новое. Таня, привет. Серега москвичом стал. Точно. Привет. Ты простыл. Ну что же. Ну, ёкарный бабай. Серый, это что, мода такая, да? Ты что, заразился сленгом москвичей? Ай-яй-яй-яй-яй. А что, в смысле? Ничего, это... Ну, это бред, Арсен. Ну, что получится? В траве сидит. Ой, даже не буду думать об этом. Я так понимаю, мне модерку раны, или они тебе не нужны? У меня своих модераторов вот так вот. Надо. Зачем вот модератор? Зачем модератор? Вот скажи мне, зачем тебе модератор? Че она дает? Я вот понятия не имею. Ну, Адер, дружище, скажи, что дает модераторка? Не понимаю. Серега, что ли, не видит меня? Да вы друг друга не видите, нифига. Он тебе пишет, ты ему. Растафарай была... Танюш, вот, блин. Нет, ребят, ради Тани я спою еще раз эту песню. Вы уж не обижайтесь. Да? А вы ж никто не против. Танюш, ты хочешь ее услышать?
Понял. Не нужно, я посмотрю. Да какой не нужно? Ну ты чё, да стрим только начался. Чё, давай еще раз поем. Растафарай, солнце нам дай. Ага. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Растафарай, солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. И снова бьет мне в глаза, манит меня в ночи луна темнота. Ой, да темнота, не отпустит ты меня. Колет мне в бок, будто сталь песен даль. Горизонт да печаль. А мы что все на каны тузами били, не смогли, смеялись. Джокеры твои горстями звезды сыпали. Остановись, погоди, да ты не стой, садись, в ногах не томись. Растафарай, солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Растафарай, солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Огонь нажег, сизый смог выдохнет муза, пара строк под капюшон. На листы пробьются раста тексты, кто был добрей, чем Марлей, только Джа. Дым да гаджа. Злой вой лесострой, сколько тут забрело на свой, кто-то там рано на покой, кому на тело раны. Ой, да ну ты встань, ты за моею, за спиной, любовь да покой. Мой Вавилон ведет к землям Сион. Растафарай, охраняемый львом. Место добра, место боли и зла. Растафарай. Растафарай, солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Растафарай, света солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Голубка, сколько тебе лет? Тар-та-тар-та-та. Артур. Артур. Здравствуй, Артур. Спасибо, Мишка. Заела прям эта песня. Растаманскую уже второй день напеваю ее. Ну да, офигенная песня. Да. Вечер в хату. Вечер в хату. Ветер в попу. И начнется лицо. Ауе, жизнь ворам, смерть мусорам. Часик в радость, Артур, чефир в сладость. Короче, я понял, кто это примерно. Ну, сейчас посмотрим за дальнейшим поведением.
Та-ра-та-ра-та. Хорошо, смертный, я тебя защитю. Ловко нормальный видосик. Че, да ладно, что, полчаса уже пробежало, что ли? Заши. А знаете такой прикол, да, в русском языке? Вот смотрите, есть вот эта вот ше-буковка и, да? Вот, ее не скажешь. Танюш, ты помнишь все, да? Ноль эмоций! Ноль эмоций! Вот. Миха, тебе ради прикола надо чат... Господи, ну, Люцик, ну вам-то не знать Зеловским. Я объяснял уже, вы с самого начала со мной сидели. Вам ли не знать, что есть у меня компьютер слабый, я сейчас если открою чат-рулетку, то все, у меня все зависнет, понимаешь? И там в чат-рулетке там какой-нибудь контрацептив будет сидеть с резиновым дудульком. Все, это блокировка стрима, это страйк прилетит. А страйк это полгода нельзя будет стримить. Нафиг она нужна, это. Короче, ладно. Так что, Танюш, ну ты поняла о чем. Ну, в принципе, я и не сомневался насчет нее. Таша, теперь она у нас, если зайдет, будет Диной. Ему для прикола ком там, молодец, Катюш, дайте поцелую. Правильно. Да я не знаю, вы же зеловские ребятки, уж все давно знаете все про меня, я не знаю. Она еще та жучка. Если только для прикола. Знаете, вот я чат-рулетку тоже так не стримил, а просто вот, ну, выключал стрим и там, зайду в чат. Ладно, пацаны, переключай, потому что у меня вид-то староватый. Вот. Вид староватый, да, согласен. Мужики переключают. Мужики ищут девчонок. А девчонки кого ищут? Я с гитарой там сижу. Ну, некоторые так прикалывались. О, дай сигнал. Короче, ладно. В натуре чат-рулетка, это, я не знаю, бесполезная вообще программа. Но встречались хорошие люди, действительно. Ну, в основном от моего возраста и старше. Я с ними действительно дискутировал. В основном, конечно, о политике. Вот. Ну и пел песни, естественно, да. Так несколько человек сюда и попало, в принципе. А девки ищут. Я понял, что они ищут, да. Чат-рулетка, фигня. Я не знаю, у меня будет, если компьютер когда-нибудь. Мне кажется, я на Twitch уйду, может быть. Михаил Владимирович неплохо о космосе дискуссии разводит. Ну, Катюш, я люблю космос с детства. Да. Нужно не с гитарой, а с чем, Танюш? Если там, как говорится, голый торс, то просто девочки и мальчики будут плакать и пытаться меня накормить, понимаешь? Да. Потому что будут слезы пускать просто. Господи, какой же ты худенький, что ж с тобой? Меня шеф называет, короче, бухенвальский крепыш. Осуждаю, я знаю, я слышал, это мне сын мне сказал, да, с голой. А, вон что, ложку с борщом в монитор тыкать. Ну да. Так а что ж я сижу? Мне надо идти подымить и уже песни петь вам своим, которые давно не заходили. Танюш, давай я с тобой включу видюшку, да? Вам везет Петрович.
Есть у вас такая? Нет, нет, нет. Сейчас мы Танюшку включим. Вот она, кстати. Так, ага, открыть. В смысле? А, подожди, стой. Вот она, лапочка Танюшка. Открыть. Доброго времени всем. Что там, Зерновка был? Нет, не было Зерновки. Я уже на него, я забыл про него. Не хочет. Не... В смысле не надо? А вот это вот. Я про вот я не могу вот с этого момента. Танюш, я не могу. Да понимаешь, о чем. Ребятки, я сейчас скоро вернусь. Спасибо, Акуна Матата, что зашел. Спасибо огромное. Нет, его не было и вряд ли будет. Ну, все, меня поддерживают свои ребята. Не получилось, не надо. Ну, может быть, зайдет когда-нибудь. Так, ладно. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе не жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась
Антоха. Здорово, братиш. Кулибинец. Привет. Привет. Записывать. А то от этого уже тошно. Нет, Тань, ну... Да ну просто у меня никак руки не доходят, короче, скачать другие с моего же канала. Ну вот. Места мало на компьютере, он начнет глючить. Всем входящим привет, ставим пальцы вверх. Кто не зафоловился, фоловимся. Нажимаем на... А выходящим до встречи. Да, действительно. Да, что-то, знаешь, Акуна Матата, не знаю твоего имени, поэтому читай по нику. Что этот чат прыгает-то? Бам-бам, бам-бам-бам-бам. О, Настюшка, приветули. Коля Николая. Николай. Почти полночь. Можете кап-кап, и я спать пойду. Вообще не вопрос вообще. Созерцатель. Нету созерцателя. Конечно, сейчас споем, что не вопрос вообще. Так, тихо. Где? 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 Еще где? Ага, понятно. На этом. На оторванном листке песенка эта. Созерцатель за ногу. Я же его заблокировал, а он потом через донат говорит: не сходи с ума, Михаил, разблочь меня. Я его разблокировал, и до сих пор его нету, короче. Все, пропал парень. Ну, вот. Жаль, конечно. Жаль. А где, собственно говоря, мой Юра любимый? Юра любимый был тут. Ну, он сидит, скорее всего, Юра, он, как обычно, потихонечку сидит, слушает. Да, вот. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. На ветвях хрусталики дождя. Давай, Танюша, возвращайся. Под дождем стою и мокну я. Ты стоишь перед камином, я пришел к тебе с повинной под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем. Как пляшет пламя на поленьях. Как держишь книгу на коленях. Как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как мы с тобой давно расстались. Как но следы любви
и остались. И я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. И я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. Как барабанит дождь по крыше, ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. Да, спасибо. Нифига себе, как ты шустро отвечаешь. Как так? Что, у меня задержку нулевая, что ли, стрим? Быть такого не может. А, она уже подумала. Сейчас я напишу, пока дойдет, он уже закончит песню. Круто. А Поле, привет тебе, привет. Я забыл совсем. Настенька, тоже привет, как у тебя дела? Да, Катюш, что раз уходишь? Спасибо, что забежала. Юрке привет. Передавай там. Пусть тоже забегает с другого аккаунта какого-нибудь, не знаю. Но Юрка, мне кажется, он что, он шансон какой-нибудь слушает, да? Почему-то у меня такое мнение, что он слушает шансон. Хотя. Всем хорошего вечера. Спасибо. Надо как-нибудь договориться с каким-то каналом Зела, чтобы... Вот как в тот раз было на нон-стопе. Нон-стоп. Кто-то зашел с нон-стопа, включил просто... меня включил и весь канал там слушал. Хотя, чё, я уж, наверное, там всем надоел уже все в этой Зела рации. А сейчас толком-то там и не попоешь. Заходит, кто-нибудь обязательно зайдет, перебьет. Вот. Все, мне спокойной ночи, до скорых встреч. Что это было? Вот что это такое было? Опа, опа. Ну, понеслась душа в рай. Подтормаживает стрим. Печально, печально. Как бы не пришлось его перезагружать. Блин. Компьютер слабый, модема нет. Вообще ничего нет. Ну, Зелла. Не Зелла, а Зелло. Покалякал? И чё? Без мата, я надеюсь? Приятных сновидений, смертные. А Люцик тут сидит. Смотри, Тём, затянет, будешь сидеть там. Ой-ой-ой. На провокации не ведись. Начнут там некоторые. Там, начнут что-нибудь. Не ведись вообще. О, Андрюха зашел. Здравствуй, Андрей, здравствуй. Спасибо, бессмертный. Некогда сидеть.
Я тоже так раньше думал. Ну, Зелка, она, блин, она затягивает общением. А раньше, как там было ужас, там вообще люди сутками не выходили оттуда. Сейчас что-то все равно. Да, некогда, да. Миха, удачного стрима. Спасибо, Люц. Спасибо, братиш, спасибо. Михаил, вам 17 лет? Почему? Андрюх, почему ты так решил? Я бы хотел, чтобы мне было бы 17 лет. Может, в душе 17 лет. А вот. Вот. Я понял. Андрей, я понял тебя. Все, хорошо, все. Просто я не понял, о чем. Угу. Ребята, вы верите, что вот дома живут домовые? Верите? Нет, серьезно. Сейчас я вам объясню, почему я такой вопрос задал. Кто-нибудь верит в это? Домовые там живут дома. Вот домовой, как он, хозяин квартиры, да? Или дома. Кто-нибудь верит в это? А 17 хорошо было бы. Да, Андрюх. Уже не вернешь. Я нет. А я начал верить. Знаешь почему? Прихожу я, короче, мать была на работе, я был на работе. Ключ. Она с собой 2 ключа забирает. Я прихожу, у меня вот это, да что ты, вот это вот кресло, на котором я сижу, оно вот так развернуто. Роутер, от него отключен блок питания. От него. И гитара на 0 поставлена. Звук. Я говорю, мам, ну что это такое, кто? Она говорит, я только что пришла с тобой. Вот так. Я в шоке. Я говорю, серьезно? Если кто-то там, если кто-то там, ну, играл на гитаре, ты скажи. Но никто не играл на гитаре. Вот. Допустим, я убавил на 0. Допустим, я убавил на 0 гитару. Допустим, да? Допустим, я развернул кресло. Но с роутера, которым я вообще не пользуюсь, штекер выдернут был. Это нонсенс. Лана, Ланочка, привет тебе, приветик тебе, привет, Лана. Стрим палец вверх, спасибо, да. Алибаба, где твои 40 разбойников-то? Давай веди сюда свои 40 разбойников каких-нибудь. Можно побольше. Вот так вот, ребятки. Я не знаю, что это такое. Мать говорит, ну, сынок, я настроение послушать песенки. Сейчас споем что-нибудь. Что ж, мне трудно спеть песню. Валентина Фомичева, всем привет. Здравствуйте, Валентина, здравствуйте вам, здравствуйте. Меня Артур звать. Артур, я понял. Ну, все равно, где твои 40 разбойников, что? Что это такое? Что это такое вообще? Как это? Ага, Тёма. Ладно. Сейчас я вспомню. Поехали. Чистый звон бокалов и родные лица. Мы здесь собрались все, что повеселиться. Вспомним-ка, дружище,
забыла, как тебя, девчонка, быстро позабыла. За что мы пьем, за что мы пьем? Да не за праздничным столом, за то, что в жизни не сбылось, за запах девичьих волос, за те места, где небо крыша, за телеграмму замуж вышла, за марш-бросок, глухие стоны и за армейские погоны. Вспомним, как ты прыгал в рамку самолета, как бежал на марше, проклиная что-то. Вспомним, как мы жили сутками в болотах. Так давайте выпьем за парней, что в стропах. За что мы пьем, за что мы пьем? Да не за праздничным столом, за то, что в жизни не сбылось, за запах девичьих волос, за те места, где небо крыша, за телеграмму замуж вышла, за марш-бросок, глухие стоны и за армейские погоны. Такая вот песня, короче. Наташенька, привет тебе. Спасибо, что забежала. О, Геймер 3, привет. Ах, хотел прочитать, Вера, что ты там написала насчет вещих снов. Знаете, ребята, вещи и сны — это вот когда просыпаешься и чувствуешь, что он был вещи. Да. Петя Васечкин. Петя Васечкин. Кто это? Что-то знакомый никнейм. Петя Васечкин. Это вот точно, я знаю этого человека. Да, Наташ, привет. Как дела, Геймер? Да нормально все потихонечку, что? Нормально. Мне сейчас постоянно стали сниться вещи и сны. Интересно, когда ты станешь знаменитым? Никогда, Геймер. Ну, надо смотреть правде в глаза. Никогда. Я для души, наверное, пою, ребят. Отдушина моя такая. Не поверите. Ну, серьезно. Ну, а чё? Охота, конечно. Ну, вряд ли. Вот. Так, Петя Васечкин там смайлики пишет. Вот я точно знаю тебя. Это кто-то из своих. Скоро будешь. Нет. Нет. Ну, нет. Настя не дают знак. Да, знаю, что виснем, Артур. Не знаю, что с интернетом. Надо на модем копить просто. Ну, серьезно. Это уже не шутки. Это что-то уже... Что, так быстро все убежали? Было 11 человек, сразу все улетели. Прикольно. Я не удивлюсь, если начался новый стрим. Как так может быть, не знаю. Не грузит. Не улетели. Ну, потому что сейчас, понимаешь, Коди, потому что сейчас, видать, нагрузка на интернет, сейчас все сидят в интернете, вот и вроде никто не звонит пока, нехорошие люди. Так что, видишь, Геймер, ты говоришь, какой тут популярный, тут хоть бы
разобраться со своим... Ходит Петру 36к в месяц. Чё 36к в месяц? 36 тысяч в месяц. Про чё ты, Артур? Не понимаю. Подключи спутниковый интернет. 36 тысяч в месяц. Петя Васечкин вспомнил? Нет, не вспомнил. Я знаю, что я тебя знаю, я знаю, что ты за Лорацию. Нет, это Вера, это Зела Рация, ребят. Да. Ну, короче, Артур, ну, рублёк в день у меня бывает выстреливает. Вот. То и меньше. Но опять же, у меня детей целая куча, понимаешь. Если бы я тратил только все на себя, бы другое дело. Так что вот так вот. А, Катенька, привет тебе, привет, привет. Спасибо, что забежала ко мне. Спасибо. Ну, понятно, в принципе, все ясно. Начали. Ясно, я понял. 1К в день мало в наше время. Серьезно. Ну, для какой-нибудь Москвы это слезы. Для дергачей это 1000 в день. Да ты чё, серьезно, что ли? Хотя бы 2800 нормально. Честно. Миша. Миша, я сегодня вас... Опять ты бани своей, Катя. Ну тихо. Ну. Не будоражь моего воображения, пожалуйста. Я в отношении тебя имею. Всех там мне по барабану вообще. Все там, чё, как. Хорошо? Значится так, час 03 идет. Блин, как с вами, короче. Быстро летит время. Обалдеть. Я пойду подымлю. Нам, летчикам, тоже мало платят. Ты летчик? Вау, нифига себе. Круто. Пойду подымлю, ребятки, и вернусь. Вернусь. Хотя, голубка, вы откуда? Так. Ас. Свойства. Обзор. Что же вам включить-то? Да вот это вот включим. Да. Нафиг. А ты пока поднимите. Айда попарю. Не буди воображение. Уголок. Уголок. Мираж. 80-е. Золотые 80-е. Позабудь об этом дне, спор не нужен никому.
Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Снова к друзьям я своим убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Я забыла все, чему нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Снова к друзьям я своим убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором держу я в ответ: нас не разлучат, нет. Ларис, здравствуй, если еще не ушел. Армен, Тарп, здорово тебе тоже. Как вы, ребятки? Спасибо, что забежали. Какая-то новая. Да ну какая новая, просто ее не включал.
Шел парнишка по опушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около пруда. Та, закрыв глаза, прошептала вдруг: отпусти меня на свободу, друг. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И в награду исполню 3 желания твоих. 3 желания мучат парня, выбрать он не мог. И на первый случай выбрал золото мешок. Он теперь богат, но судьбе не рад. Деньги его жизнь превратили в ад. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И в награду исполню 2 желания твоих. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И в награду исполню 2 желания твоих. Дай же мне добиться власти на краю родном, где проходит наш парнишка, ходит королем. Но не в этом суть, в сердце парня грусть. Снова через год к озеру идет. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И в награду исполню 1 желание твое. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И в награду исполню 1 желание твое. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги. Вместо денег, вместо власти я хочу любви. И лягушка вмиг изменила лик перед королем. Королева стоит, ой, какой любви надо, я помочь буду рада. И в награду исполню все желания твои. Ой, какой любви надо, я помочь буду рада. И в награду исполню все желания твои. Карие, говорит, глаза пришли. Нормально. Понравилось? Впервые слышал. Привет, Танюш, привет. Давно мы с тобой прям не слышались. Ну да. Хорошая песня, да. Кулибинец, дружище, забей на ютубе, есть она. Там девчонка и поет. Вера Старикова. Вот так вот. Что это? А, нет, это мне показалось. Пока что показалось. Да ладно.
Ладно, что позориться, если я не умею играть. Миша, где настроение-то? Нормально все, Танюш, ты что? Все хорошо. Кто заработался? Ты или я? Да я каждый день работаю. Кулибинец. Не люблю по никнейму называть, осуждаю. А, ты заработался. Как твое имя? Кулибинец. Кулибинец, Кулибин, не знаю. Точно, тезка ж мой. Блин. Я понял. Так, что-то сегодня... Не, ну в принципе нормально. Народ... время только 9 час, господи. Настроение утратил на работе, да, Мих? Да нет, Тём, ну, нормально все, ты чё? Чё, Сережки завтра не будет, да? Походу уже все. На работе. Ну, Тём, ты понял, о чем. Ну, вы сало есть, я вообще в шоке. Вы все сало сожрали, килограмма 1,5 нам принес. Вот вы, господи, вас что, бедненьких дома не кормят, что ли, а? А, а я без сала. Но мне и нельзя. В смысле, сало нельзя? А как это так может быть? Хотя у меня есть друг, у него, короче, непереносимость грибов. Вот будет вот такая вот, ну прям вот такая кастрюля, и там будет один гриб, манюсенький. Все, его только скоро откачивают, он синеть начинает. Прикиньте. А, желудок, конечно, желудок. А вы, у вас есть что-нибудь такое, что вы не любите? Я не люблю, я терпеть не могу от молока пенку и вареную кукурузу, запах ее вообще не могу. Особенно вот эта кукурузовая. А пенка, если... Так, ладно, что-то меня сейчас мутить начнет. Ну, много, у людей много там всего, то, что вот кто-то, по-любому, кто-то что-то не любит. Кто вареный лук, кто там, я не знаю, картошку вареную там, не знаю. А что я еще не люблю? Гречку не люблю. Хотя, знаете, если ее нормально приготовить, можно ее и заточить так на ура. Просто она вкусная была. Ну да, в принципе. Фу, пленка. О, господи, мне сейчас плохо станет. Даже запах за километр чувствую, меня воротит. О! Да, согласен. А сейчас нормального-то пенного и нет. Ну к чему вот рука чешется? Ну, целый день сегодня чешет. Ну, что это такое? Ну, к какому? Ладно. Поле, пойду посмотрю. А я роллы ненавижу, фу, бяка. Тём, ты не поверишь? Тём, я ни разу в жизни своей пока роллов не ел. К счастью, к богатству. Да ну, Мишань, о чем ты? К какому счастью, к богатству? Деньги, Миш, я знаю, Полли, радость моя, я знаю, что и к деньгам, но каким деньгам? Откуда? А в окошко мне сейчас кто-нибудь кинет?
пачку евро. Донат. Я тебя умоляю, вчера пытались кто-то там. Давай, кто больше кинет. В итоге никто ничего не скинул. Какой донат? Я на него вообще не рассчитываю. Донат. Кто меня вчера? Сашка поддержал и Эрик. Да. Все. Них. Что это за смайлик? Какой? Не знаю, Тёма. Какой смайлик? Вот Юра вернулся. Юр, еще раз повторюсь, у тебя будет сегодня стрим? К счастью, Мишань говорит, да какое счастье, Господи. Не, ну в принципе, да, вот мы забываем, что люди живут и без рук, и без ног, и счастливы. Так что руки, ноги целы, голова на плечах. Надо этому радоваться. Чего унывать, правда? Охота, конечно, как-то развиваться, да, там, не знаю, даже в плане Ютуба, я думаю, ну, не всем дано это, да, как бы вот так. О чем я вообще? Не знаю. Что это за смайлик? Я не знаю, Артем, что это за смайлик? Черное пятно какое-то. Все поразбежались, походу, да? А что, час 22, сейчас через 8 минут пойду дымить. Да. Все, у детей школа. Большинство контент составляет кто? Школьники. На отрыжку похож. Хулиган, здравствуй. Сегодня ты вот как раз нормально. А вчера зашел прям под самый конец же, да, вроде бы? Я тебя ни с кем не путаю. Здорово тебе, хулиган. Здравствуй, здравствуй. Как ты, хулиган? Нормально все? Все хорошо? Надеюсь. Ну, ты раз тут сидишь, значит, нормально все, что? Артем, приветик, удачи, здоровья. Да, здоровья даже за деньги не купишь. Но его можно, в принципе, хорошо подлечить за бабки. А вообще 95% наших проблем насущных, глобальных, упираются в деньги. Как бы это печально не было. Говорят же, да, не деньги главное, но с ними намного лучше, намного легче живется, да? Когда зайдешь в магазин,
ни в чем себе не отказываешь. Правильно? Правильно. Да, Тёма? Не эти сосиски по 30 рублей. Или эти Роллтоны. Ой, господи, аж передернул меня. Дошираки. Лучше сало навернуть. Я в тот раз вот ты делал, ты сосиски в микроволновке разогревал. Слушай, кстати, блин, намного лучше, чем просто их холодными жрать. Есть. И тому рады. Ну, в принципе, да, на безрыбье и рак рыба. Замучу я, наверное, в выходной день, короче, прям вот, знаешь, часов с 3. Хотя, смысл? Смысл? Посмотрим. Я всегда думаю так, не, ну так вот, да, нормально. Знаешь еще, что эти, как они называются, что девочки убежали? Какая? Сардельки, вот их в воде отваришь, они вот такие вот становятся. Подножка ТВ. Здорово, гитарист. Подножка ТВ. Здравствуйте, здравствуйте. Народ, вы где 10 человек сидит? Какие 10 человек? Тем, перезагрузи стрим. 5 человек показывает. О как. Стучат, ребятки. Сейчас я... Поля, я в шоке. А что случилось-то, я не понял. Поля посмотрела. Ну и как, Танюш? Это что? Вот это вот что? Как и чем покрасить потом? Артем! Артем! Какие 10 человек? О чем ты говоришь? Смотри, 6 показывает. Ребятки, мне сосед дал добро петь после 11. Прикиньте. Потихоньку, говорит, пой. Тебя так еле слышно. Так что можем теперь... А ну так пой. Вот, Танюшка, без комплекса вообще. А вообще, что в натуре вы пришли меня слушать? Танюш, сейчас знаешь, что сделаем? Сейчас смотри, сейчас время у нас 1:28. Длительность стрима. Да ну шучу. Сейчас я пойду дымну, и я знаю, да, Карига. Я скоро, знаете, вот, ребят, я скоро... Вы же у меня самые любимые, вот, самые единственные. Я скоро каждого человека, наверное, который тут присутствует, буду знать песню, любимую в моем исполнении. Не метелица, Танюша, а мельница, мельница. Да, мельница.
Танюшка моя, но я тоже в шоке. Фу. Девичьи. Обалдеть вообще. А где Артем? Алабай, что? Алабай. Привет, Полли. Это... Давайте ругаться матом не будем, ребятки. Полли, хотя, знаешь, я это ожидал. Что происходит? О чем? Кто о чем? Оля, Наталья, Танюшка. Так, 30, все. Я пойду дымну, мельницу включу. Да. Не ругаемся, ребят. Прошу, прям просьба такая. Тут я. Молодец. Материться не будем материться. Вот она, авторская песенка. А потом вы мне объясните, девочки, что произошло. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелят языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мелится,
как мука на мельнице, будем мы с тобою жить. В доме у реки все переменится, опалят метелица, счастливо будем жить. В доме у реки. Цветочками тут раздариваются, гляжу, обалдеть. Ну-ка, что у меня там? Ну ясно, в принципе. Любовь, морковь. Любовь — это хорошо, особенно когда она взаимная. У меня муж любимый. Я рад, Танюш. Нет, серьезно. А в Ютубе мне друзья стали, и я рада. Ну да. И у меня сынок. О, в цветах вот так вот буду сидеть. Все. Чтобы даже глаза не было. Вот так вот все. Глазки мои не видно, короче, все. А сколько сыну лет? Весь мама, мужик уже. О, 11-й год пошел. Ну да. Дети растут. Мужик весь мама, это, конечно, сильно. Карл, Матерь Божья, какие люди. Карл, ты ли это? Здравствуй, дорогой. Офигеть. Вот это ничего себе. Один. Смотрите, один зритель сидит. Серьезно? Че, реально один зритель? А как вот? Артем, Карл или Таня? Вот как вот? Кто из вас один тут сидит сейчас? А, уже 3 все. Карл, шутки надо понимать. Да все поняли, господи, мы что, дети, что ли, маленькие? Взрослые люди. Здравствуй, Карл. Как ты, братан? Давно тебя не было. Ой, давно. Отлично, Миша, с нетерпением предвкушаю твои свежие песенки. Да какие свои несколько штук всего лишь, ну, Карл.
Все то же самое, братан. Все по старинке, все по тетрадкам. Увы и ах. Некогда разучивать, некогда. Днем вот с Артемом мы работаем, вечером с Артемом стримим, как бы. Неизменное качество. Пока, да. Пока вот так. Ты как, дорогой виски, Миш? Осуждаю. Ну разве плохо, Карл? Людям нравится. Не всем, правда, но нравится людям. Не бросать же работу, чтобы выучивать песни, правильно? Это нелепо, это бред. У тебя что нового? Что-нибудь нового есть? Мишань, вынужден покинуть тебя. Лайк за... Ну, чё, дела, я понимаю тебя, дружище. Спасибо, что забежал. Что-то да, что-то встал ты. Очень редко забегать. Ну, чё, дела, я понимаю. Ютуб ютубом, ну, реальную жизнь еще никто не... А, тем более девушка зовет. Ну, это тогда вообще не обсуждаемо, это святое. Братан, спасибо, что забежал, да. Спасибо огромное. Девушка, это ты чё? Это базара нет. О, забежали. Ай, все. Я тебе сегодня объясню. Вообще по барабану. Бывает. Да, Мишань, бывает. Таня что, тоже убежала, что ли? Танюшка, ты что? Все ушли. Куда-то там, туда. Ну, сейчас посмотрим, куда они ушли. Они, наверное, ушли вот сюда вот. Нет. Хм, интересно, интересно. Ах, еще где-то, где все. Это ладно. Это ладно. Ну-ка. Сейчас я. На секундочку, ребят.
Все разбежались, короче, да? А ничего страшного. А что у нас? Ой, 9 часов. Ну, на уж. Давненько такого не было. Ну ничего, что неприятности то мы переживем. Чего? Тара-та-тара-тара. Один. Нормально. Сейчас там вижу страх смотрящих на меня глаза. И осуждение спать в моих стенах. Заснуть мои сердце разбит. Нет. Сердце разбит, горит моя душа горит. Прекрасен вид, да ладно. О, 5 человек. Вообще обалдеть. Я в шоке. А, тут уже ничего нет. Пасифик Пол. Ёкарный бабай, Леха, здравствуй. Какими судьбами? Офигеть. Как там Олеся? Нормально все у вас, ребят? Ничего себе. Какие люди ко мне забежали. Да ладно, серьезно. Сейчас зайдет. Ну, пожалуйста, я рад всем адекватно. Пришла ненадолго, здравствуйте. Да, Танюш, ну все разбежались что-то, я не знаю, почему-то. Далеко-далеко. А что за песня, Лёх?
Руссо, нет, я не знаю. Нет, такую песенку я не знаю. Настя пришла. Был один, я сидел, стал, ой, как-то, куда вы все там, нора у вас какая-нибудь, что вы толпой туда убежали, сейчас опять прибежали. Дела, наверное, да. Лех, я не знаю эту песню, ну серьезно. Мне ж не сложно то, что я знаю, мне не сложно никогда сыграть. Короче, Настя, Таня, сейчас сосед приходил, спички попросил, говорю, дядь Вить, а вот можно я после 11 буду петь? Потихонечку. Он говорит, да хоть так пой. Вот так вот. Так что теперь можно петь, короче, хоть до утра. Че это с ним? Я не знаю. Прикинь. Вот так вот, короче. Знаешь, как вот ты умудрилась простыть, Таня? Ну как? Объясни мне. Взяла простыла. Степь да степь кругом. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Лех, я тоже ее слышал. Давай, короче, песню вот эту вот. День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя. Пойдет такая песенка? Ой, я, кстати, очень давно не пел. Пойдет? Алексей. Раньше заболела, меня заразило. Давай. Давай, поехали. День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя. Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом сентября. Золотом листопад осыпает всю страну. Дремлет осенний сад, словно ждет весну. Ночь пеленает дом, мы с тобой вдвоем, любимая моя. Звук в тишине повис, гости разошлись друг друга догонять. Выпито все до дна, аромат живых цветов. Ты у меня одна, и не нужно слов. Яркий далекий свет потревожил сон, любимая моя. Даже осенний клёв в тебя влюблен, желаний не тая. Стекла умоет дождь, ручейки сольются с крыш. После вчерашних встреч ты тихонько спишь. Утро ворвалось в дом, и проснулась ты, любимая моя. Сонной улыбки свет, милые черты, не вычеркнуть ни дня. Золотом листопад осыпает всю страну. Ветер метет асфальт, дворник жжет листву. День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя.
сеет прохладу дождь мокрым серебром. С приходом сентября золотом листопад осыпает всю страну. Дремли осенний сад, ждет весну. Когда я песню списывал, в смысл входил, мне кажется, ее пел, сочинил человек, как в кого-то очень сильно влюбленный. Да? Ну, прям такие слова, прям обалденные. Привет, Танюш, привет, привет. Михаил, привет. Чат, привет. Понятно, что не чем, а чат, привет. Привет, люди. О, Александр, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Саша, здравствуй. Я смотрю, что-то Саши нет. Думаю, как это, Саши нету? Ну, так я не играю. Сарочка, привет тебе, Сара. Привет, привет. Вот, так что я думаю, вот эта песня, мне кажется, кто-то сочинил. Вот кому-нибудь бы так когда-нибудь я спою. Так, прям рвение души. Прям. Ты прав, Михаил. Насчет того, что вот эта песня посвящена, видать, молодой человек сочинил песню для девушки. Ну, там такие слова прям. Даже осенний клен был в тебя влюблен, короче. Желаний не тая. Там, видать, наверное, неразделенная любовь, не знаю. Михаил, можно про Таню что-то? А у меня только вот это вот студентка-практикантка. И то я еще забываю ее найти в интернете. Вот. Ой. Давайте-ка я спою песенку, которую я, в нынешних стримах я вообще ни разу не пел. Михаил, можно про Таню уронила в речку мяч? А там стихотворение, там даже не песня. Ты хочешь, чтобы я спел что-то серьезно? Да нафиг, Танюш, ну зачем? Не понял. Миха, привет, чат, привет, спасибо за твое творчество. Да это разве мое, Олесич, творчество? Это творчество других людей, а я просто так пою, как умею. Говорят, что не умею. Вчера кто забежал, там говорит, вообще не умеешь петь, учись на балалайке своей играть. Вот. Ну чё, ну как, я ее не знаю, Тань. Ты хочешь серьезно, чтобы я спел эту песню? Опять на улице облава, там, туда-сюда. Эту песню я первый раз услышал, знаете где? КВН группа «Не огонь». Одинокий вечер без тебя. Тебя нет со мной, скучаю я. И пустует наш столик на двоих. Догорают свечи, а по темным улицам гуляет дождь. Фонарей далеких мерцает свет. Ты сегодня уже, наверное, не придешь. Тебя нет сейчас, со мною нет. И сейчас ты, почему ты не пришел? Может, дождь, помеха
стал. А ты знаешь, я сейчас одна, но и в дождь ты приходи, а по темным улицам гуляй дождь. Фонарей далеких мерцает свет. Ты сегодня уже, наверное, не придешь. Тебя нет сейчас со мною, нет. Не нужны мне даже все мои друзья. За окном дождь давно утих и пустует наш столик на двоих. Не пустует наш столик на двоих. А по темным улицам гуляет дождь. Фонарей далеких мерцает свет. Ты сегодня уже, наверное, не придешь. Тебя нет сейчас со мною, нет. Да, я вспомнил, а то некоторые говорят, что у меня песен нету, короче, новых. У меня есть песни, ребят. Ага, дни Татьяны. Блин, у меня опять все зависает. Пошла я спать, пока телефон не разбил. Всем до завтра. Настюшенька, ну ладно, что ж. Ну ты прослушай там как-то, я не знаю. Кстати, Настенька, если ты не ушла, может быть качество видео, потому что у меня сейчас 720 GR. У меня камера другая. Может поставить на, так, 370 и 720 напополам. Что у нас будет? Математики есть? Что-то там будет, короче. Вот, можно и вот так сделать. Так, тезки мои. Миша, как мама? Да вон она пришла. Мама, ну как ты? Ничего не пила? Слава Богу. Ей катастрофически, категорически нельзя пить. Вот. Вот. Так что так, мама привет. Да, она сейчас включит свое МТВ. И будет смотреть. Уголек. Да, господи, да дай ты, Танюш, мне дышаться, господи. Я только сейчас высокую песню спел. Здравствуйте всем. Ну, смотри. У меня 360 стоит. А, у тебя 360. Вон оно что. Меня зовут Михаил, у меня стоит, но не 360. Спасибо, осуждаю. Вот. Открывай секрет про маму. Мама, добрый вечер. Наталья Николаевна, здравствуйте. Спой с мамой песню. Здравствуйте, Наталья. Мам, ну ты смотри, ну скоро реально я буду, наверное, вот так вот дублировать, просто сидеть вот там где-нибудь на стульчике, а мама будет... Ну у нее, короче, глаза плохо видят. Вот. Че, наелась, да? Да халява-то. О, Да дело в этом, меня жутко воспринимать мясо иногда. я понял. Посидела с девчонками, да. Нормально. Ой-о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 й. Песня у тебя... Песня есть у тебя? Нельзя быть красивой такой. Нельзя быть красивой такой. Потому что нельзя. Ла-ла-ла. Потому что нельзя. Та-ра-ра, потому что нельзя быть на свете красивой такой. А я не знаю слов. Тебя ждут перчики шмаршированные. Да ты что, серьезно? Обалдеть. Ну и будет смотреть про маньяков. Маме привет, скажи, сало вкусное. Кто, брать? Ну а угадай. Тёмка? Коня, а кто еще? Естественно. Потому что нельзя, Наталья Николаевна, быть красивой такой, вон там пишут девочки. Ну, я рада, что сало хорошее, вкусное. Но мама была красивая, а сейчас чушь, там осталось рожки для ножки. Старость. Рожки.
Мама, а вот нет, это долго. Я представляю себе, маму посадить и, короче, ну, в смысле, за компьютер, и что-нибудь типа Counter-Strike. Нет, какой она даже в тапике не может разобраться. Медведи тоже учили в цирке. Я представляю, прихожу я домой. Горы посуды, еды нет. Да, зато она, мам, ты чё, это самое... Отстань, я там рубаюсь, короче, сейчас он перебью этих всех ублюдков. Короче, отстань, сынок, иди сам готовь. Я тут в компьютере, все, меня в группу взяли. Мы рубимся тут всех, Ну короче. тогда пусть пасутся грязные с паутиной. Я представляю такой момент, это будет просто. И я потом скажу, теперь я видел все, моя миссия на земле закончена. Мама не сидит, рубится, короче. Да. Она не видит, ребят, я просто могу читать сообщения. Мама, добрый вечер, Татьяна Стазубова. Добрый вечер. Вечер, я ошибся. Нет, видишь как. Как? Везде пища разная, поэтому готовьте свои есть. Да при чем тут пища? С тобой люди разговаривают. При чем тут пища? Ну, я думаю, что я тебя заменю. Ты будешь у нас песенки петь. И будет все замечательно. Здоровья вам, дорогая мама. Спасибо большое. Это Танюша, которая с Мурманска, к которой я прям как к ней и отношусь. Это прям... Это я вслух сказал. Расстояние не это преграды, даже расстояние не имеет никакого значения. Да, конечно, расстояние. Вот когда телепортатор изобретут на дальнее расстояние, тогда не будет расстояния никакого значения не имеет. Сейчас же все есть. Да при чем тут телефон? А что телефон? Я могу потрогать ее, что? Просто там так вот за щечки Визуально, потрепать. как это говорят. Визуально. Да. Мы вам не мешаем, ребят? Мы с мамой так дискутируем часто, иногда на повышенных тонах. Стоп, что ты сказал? А, нет, Танюша, это не про тебя. Нет. Уголек петь надо, что ли? Да. Осторожно, сейчас заденешь сейчас, и все слетит. Вот видишь, что сегодня домовой. Татьяна, 100 зуб. Это не про тебя. Да. Ну что, ребята ждут уголек. Ребятки, давайте подумаем, что ты сможешь спеть? Не однажды у меня голос немножко хриплый. Слушай, у тебя глазки. Я ничего не выпивала, не беспокойся. Хотя там венцо было, шампусик был. Как О, мне кажется, нужно сделать рубрику «Разговорный вечер» с мамой Наташей. Ну, возможно, завтра будет. Сегодня пока я не это. Давайте на завтра отложим, товарищи. Товарищи. Друзья. Нет, будет выходной, смотри, как сделаем. Знаешь, вот я запущу стрим часа в 3 прям дня. Ну. А, нет, как вот ребята будут, я не знаю. Надо как-то договориться где-то, я не знаю. Обсудить этот день. Ну, в принципе, можно там часов 6-7 начать, да, нормально. С 7 я каждый день начинаю, мам. А ты хочешь сказать раньше? Ну, конечно, стримчанского замутить прям конкретно, потому что тут и люди, вот видишь, девчонки с тобой прям... Мишутка, давай замутим. Мне ж прям это самое что-то... Прям аж... Танюш, я понял, что замутим стрим с матерью, я понял. А я что-то сначала... Короче, ты понял. Это... Так, о чем это я? Да, то, чтобы Рюмка водки на столе. А, Танюш, ну там высоко. Только рюмка водки на столе. Слушай, Миша, ты будешь мамин синий. Мамин синий. Вечер с мамой я имею. Да понял я понял. Я понял, Танюш. Давайте замутим, давайте договоримся, когда. Воскресенье по-любому будет выходной. Вот. И можно замутить прям, я не знаю, со скольки часов. Можно, как, в принципе, как обычно, замутить. Вот, чтобы... Ну, мне надо прическу сменить. Какую прическу? Тут что-то, тут простые люди сидят, не какие-то там мажоры вот эти. Простые люди, коротающие время на Ютубе. Что можно попросить? Что-то я не понял, Танюш. Можно попросить. Можно я скажу женщинам 2 слова? Сынок. Вечерочком, Мишу. Я понял, Танюш. Да, говори. Утром в 6 часов по домашнему телевидению идет передача «За что меня бросил муж». Это очень хорошая передача.
как женщины, такой синенькой, такой, как говорится, которая забитая такая, брошенная мужем. Она уже, у нее нет желания, как говорится, ни к чему не стремиться, чуть нет желания жить. И вот группа таких вот стилистов из нее делает просто конфетка. Да, хорошая передача, что-то меня смущает. Люди с тобой разговаривают, ты про какие-то передачи. Женщинам сказал. Давай я сейчас про Матч ТВ начну Так, разговаривать. всё, давай. Паша, поешь свои песни. Что, ты обиделась, что ли? Я? Я что? Ты что, Ну а смеешься? что ты? Да Да вы, вот тебе говорят, да вы и так красиво. Так, Серый Волк, Миша и все, кто в чате, приветик всем. Всех благ, удачи и процветания каналам. У меня родился 9-й внук, а если точнее 6 девчонок и 4 пацана. Нифига себе. Прекрасно. Гена, здравствуй, Ген, всем привет, Миха, здорово, мама, здравствуйте. Да. Танюш, какую песню? Танюш, все, я вижу. Какую песню говорила ты? Рюмка водки, у меня слов нет, понимаешь? Да я ее и не вытяну. Вот, какая рюмка водки? Поберегите мои голосовые связки, ребят, я ж не профессиональный певец. Поздравляем, Волчара, конечно, от души, вообще душевно по душе. У меня еще внуков нету, дети у меня есть, но внуков у меня пока нет. Надеюсь, я доживу до этого времени, когда у меня будут внуки. Да. Ты будешь молодой девушка. Молодой дедушка, и чё? Таня плачет. Михаил Уголек. Уголек сейчас, все, не вопрос. Опять Артем начал стрим. Все, я понял. Таня плачет, какая-то Таня плачет. А вот она, кстати, открыта, Уголек. Или Владимирский Централ. Таня, не плачь. Владимирский Централ. Север, поздравляю. Давайте Уголек сначала споем, Танюш. Рано тебе еще внуков. В смысле мне рано внуков? У меня сыну будет через 2 месяца 19 лет. Старшему. Я стал отцом 18 лет. Настюш, ты че? Миша, что-нибудь веселое для друзей? Не, ну подожди, Волчара, давай, короче, в порядке очереди, братан. Ладно, хорошо. Сейчас мы, значит, споем Уголек, а потом мы споем... А, нет, потом Танюша просила песенку, подумаем, какую. Вот. А потом уже Волчара твою. Хорошо? Ау. О, тем мне она нравится тоже. Поехали, короче, мы сейчас споем Уголек. Да? Ёкарный баба, я что, я куреху пропустил, что ли? Обалдеть. Вот это нифига себе вы меня заговорили. Это прям как магнит. Ну, в принципе, она мне ее попросила списать. Давай дальше. О! Танюш, споем, споем. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Серьезно, ты на кошке не спел, обалдеть. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман, сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела
Сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. 13 человек на стриме. Вы серьезно, ребята? Офигеть. 65 лет серой маме. Опа, опа, стрим начал заедать. Зависать начал стрим. Дядя Витя заходил за спичками. Я говорю, дядя Витя, можно после 11 петь? Он говорит, пой! Правильно мне кто сказал? Там Артем, что ли, написал? Что это с ним? Все, Танюш, Танечка, давай. Теперь твою песенку, потом Сергея Волка. Какой тебе спеть, Танюш? Карие глаза. Это я знаю. Вот Таня, у нее душа что-то плачет. Давайте из кинофильма «Честь имею», а? Централ, а можно «Честь»? Мы про любовь говорить не умеем. Или вот прямо Централ. Вот. Открой да выложь. Мама топ. Я замучу стрим, будете вы с ней общаться. Вот. Давай. Да. Ребята, кто не видел этот фильм, четырехсерийный фильм, «Честь имею». И там в конце, там надо его просто смотреть. Сейчас я вспомню. Поехали. Мы про любовь говорить не умели, будто она далеко-далеко. Каждую ночь мы на небо смотрели, звезды на нем зажигая легко. Помню, ты мне сказала, в сердце печаль затая, если звезда упала, значит она твоя. Ты же тогда не знала, синяя птица моя, если звезда упала, значит она твоя. Тысячи дней и ночей пролетели, где и когда потерял я тебя. Кажется мне, я остался в апреле, я до сих пор провожаю тебя. Помню, ты мне сказала, в сердце печаль затая, если звезда упала, значит она твоя. Ты же тогда не знала, синяя птица моя, если звезда упала, значит она твоя. Да, вот под минус бы ее спеть, она намного длиннее, там проигрыш, потом опять идет припев. Ну, понимаете, ребят, ну вы же все знаете. И понимаете, что у меня нет компьютера, да. У меня компьютер вот этот слабый, вот. А, он перезалил, Андрюша Зерновка, перезалил видео. Понятно.
Давай, Волчара, я тебе сейчас какую-нибудь песенку спою и потом пойду дымить. Да. Миша Лай, спасибо, Волчара. Ну да, как умеем, так и поем. Чё? Киркоров, снег поешь? От чего так жесток снег? Я в Смуле пою частенько эту песню в этом в роковском таком. Не пойдешь. В смысле не пойду? Почему я не пойду? Как в смысле я не пойду дымить? А почему? Мам, можно убавить громкость, а? Да чё слушать? Я чё, я не слышал ни разу, что ли, эту песню? Мы с ней дискутируем. Мы с ней не кричим никогда друг на друга. Береги это не влияет. Ты бросил курить прямо сейчас. В смысле я бросил курить, Танюш, ты о чем? Что происходит вообще? Серый, ты прав, за душу зацепил, отлично сказал. Миша в лоб грубишь. Я бросил курить прямо сейчас. Что происходит? Миша темный. Миш, по камешкам, давай еще раз от души прошу. По камешкам. По каким камешкам? А что вообще происходит? Я вообще не пойму, о чем вы разговариваете. Курить я бросил только сейчас. Что-то темное мне хотят устроить. Чё происходит? Петра можно. Да, да бросил. В смысле? Ты хочешь сказать, что я 4 часа буду без... Так, волчара, каким камешком? Давай еще раз от души. Курить бросил, мам, не обижаешь, жену тебе найдем. А, жену найдете мне. Ничего, переживешь. Не-не-не, так дело не пойдет. Да ладно, что я 3 минуты дымлю. Зарастут твои ноженьки. Серый, что тебе петь, ну? Да, Миша, да, 24 часа без сил. Ну, так не пойдет. Так не пойдет. Танюш, напиши мне в WhatsApp, которая наглая. Почему я прям сейчас бросил дымить? Это улыбка была. Ковыляй потихонечку. Ковыляй потихонечку. Мне сейчас Сережка напишет. Что ему спеть? Так-то детишек, господи. Я спел, вот, напишу. Напиши. Я прочитать смогу. Да, Танюш, тут хотя бы 4. Прям сейчас писать? Ну, напиши. Да. Так, где у нас Наталья на скобки перешла? Наглая, он к тебе клеится. Эх. Олеся. Ладно, лучше
лучше буду молчать. Где волчара, я не понял. Что происходит? Я сейчас дымить пойду, ребят. Где волчара? Давай, ковыляй. Ну, сейчас волк, да, пусть волк. Я вот спел, ребят, попросили. Ковыляйте. Все, понял я. Сейчас ее найду. Ну, так давно был. Что? Потому что все как бы ждут. Я спел там, ребят. Теперь я же сказал, теперь тебе. Ты ее сразу открыл. Как такое может быть? Иди. Так, тут ты не дыми, что ты иди дыми. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Ну да ладно. Главное, никто не матерится. И... Ранним солнечным утречком провожала одна своего ненаглядного, своего паренька. Ты служи, ненаглядный мой, обо мне не тужи. Если что-то случится вдруг, обо всем напиши. Не проходит и годика, парень весточку шлет, перебила мне ноженьки, обожгло все лицо. Коли любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Коли любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Но ответила девушка, что любви больше нет, что любовь уж потеряна. Вот таков был ответ. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. Ранним солнечным утречком возвращался домой скорым дембельским поездом. Паренек молодой, с голубыми погонами, сигаретой в зубах, шел походкой с мудрою на обеих ногах. С голубыми погонами, сигаретой в зубах, шел походкою бодрою на обеих ногах. И с улыбкой, и с радостью парня встретила мать. Прибежала та девушка и хотела обнять. Расскажи, ненаглядный мой, сколько бед повидал. А солдат оттолкнул ее и тихонько сказал: ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Заросли мои ноженьки, проживу как-нибудь. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Заросли мои ноженьки, проживу как-нибудь. Проживу как-нибудь. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Да. Ух, ты вспомнил даже проигрыш. Да, на-на-на. Ну да ладно. Таю, говорит. Да ладно, что таять-то, господи. Ну, Миша, спасибо, я сам исполнял. Но душманы помешали. Всем спасибо, я дочке в роддом. Да, Сереж.
Поздравляем тебя вот всем моим каналом, да, всей толпой. Поздравляем тебя. Да, я надеюсь, я доживу до того времени, когда у меня будут внуки. Так. Танюш, нет. Второе, нет, это зря. Ты так думаешь просто. Я здесь. Второе твое, это нет, это. Миха, молодец. Геныч, здорово тебе еще раз. Александр, а как это мороженое? Мои наблюдения просто. Забегайте на чаек, всем отвечу. Иди уже курить, только музон вруби, а то... Я понял. Я понял. Сейчас включим что-нибудь. Ух ты, я включил. Пока. Давай, серый волчара. Спасибо, что зашел. Поздравляем тебя от души. Вот, ну, серьезно, прям, серьезно. Рождение детей это всегда это замечательно. А вот можно лирику. Нет. О, тебе моя последняя любовь. Точно. Давайте, парни, приглашайте девчонок, короче, да? Парни, пацаны, приглашаем девчонок. Вот, танцуйте, короче, по чуть-чуть, потихонечку. Я танцевать не умею. Я мечтаю научиться танцевать нормально. Прям. Ну, не умею. Так, ладно, все, я пошел. Вот у меня сейчас уже все, нехватка в крови никотина. Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь и губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так, из юности привет. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий.
скажи всегда ревнующей жене. Ее прическа вот уж год не в моде. Так, быстро песня кончилась, серьезно? А нет, вообще-то я на это так долго дымил. Че вы тут, потанцевали? Чуть-чуть хотя бы. И час хочу. А я вообще танцевать не умею. Завидую тем людям, на ютубе смотрю, там, кто танцует так четко, прям девчонки, пацаны. Блин. Там нет что-то, ну это моя мечта такая. У кого какая мечта, кстати? Вот, тема хорошая, что? У меня вот, нет, глобальная есть мечта, есть маленькая мечта, да? Какая-то такая. Вот есть глобальная. Я с Аришкой танцевал. Мечта. Не знаю. У всех разные мечты, да? Ну, есть как-то вот глобально, да, цель там, не знаю, всей жизни, мечта. Ну, это тяжелый, конечно, диалог, не знаю. Я Александра заломала и танцевала. Сегодня голуби на море видел. Не летает. Хочу выздороветь полностью и начать путешествовать. Да. И все в нашей жизни относительно, да, Танюш? Кто-то, как говорится, не знаю, переживает, куда ему полететь, а кто-то переживает, что у человека там денег нет, например, на еду. Все познается в сравнении. Наглость вообще-то неизлечима. Неизлечима. Наглость неизлечима. Это Саше, наверное, было адресовано. Танюш, да все будет нормально. Тебя жена не поймет. Всем здоровья, друзья мои. Остальное само собой будет. Да, здоровье главное, Танюш. В нашей жизни здоровье. Жизнь каждому сложна по-своему. Вы знаете, как охота жить, чтобы вот такие проблемы были. Куда вот поехать путешествовать, да, там, какую машину купить. Вот такие проблемы, они не такие вот, как у некоторых там. Чуть меня в философию какую-то потянуло, я не знаю, что, блин. Давайте что-нибудь споем, что ли. Может, святой пусть спит. Александр, никого не зову муж, однако, вот потанцевать всегда за. Муж святой пусть спит. Может, Обнуляева спеть? Или что? Или пообщаемся? Танечка, тебе желаю исполнения твоей мечты в Марокко, меня уж не обижайся. А можно что-то из детского в рок-версии? Кузнечика, что ли, ты имеешь в виду?
Танюш, я же списал песню для тебя. А, нет, не для тебя, но я могу ее спеть. Короче, знаешь, как она называется? А, про елочку, бля. Ну, погоди, сейчас он присоединится. Тихо, без этих. Балла. Осуждаю. Спят усталые игрушки. Не елочку. Можно вот это вот, да? Как там? Там как там? Спи, моя радость, усни. В морге погасли огни. Трупы на полках. Да ну ее нахер, ахинею какую. Сейчас такая тема, короче. Я лучше не петь. Так. Кузнечика. Да ну чё, это же баловство, Танюш. Ты своему сыну это пел? Какому сыну? В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречик. Представьте себе, зелененький он был. Я на баяне еще. Спят усталые игрушки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Да ну и нахер, что-то не умею я петь, давайте я вам так спою, короче. Самый жесткий кузнечик на свете, кузнец. Все, спят усталые игрушки, нормально, в качестве. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты пожелай, баю-бай. В сказке можно покататься на луне. Да-да-да-да-да, вот это вот добавлять, но я не знаю как. И на радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться. И ты, да ну вас нафиг, а. Детские песни явно не твое, дети заикаться стали. Пипец, со стула можно свалиться. Ой, блин. Не, ну если в роковском стиле. Не, я не буду это петь. Это что-то как-то. Ой, блин. Наподобие Рамштайна, да, ее сыграть. Дети-то глаза вылупят. Мама, кто это?
Что это за дядя? Ржу не могу. А чё детские песни явно не мои? Почему? Нормально, чё? Вроде бы. Тигры разбегутся. Не, ну, конечно, если в роковском стиле петь, то да. Аж мама в соседней комнате притихла. Собаки в будку спрятались. Да, представьте, да, так, косматый такой, головой кручу, как волос вот так вот. Можно я вам спою? Такой голос. А можно я вам спою? Спят усталые игрушки. Все, да, 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 да. Вот это вот, да, будет кошмар. Контент. Ай, блин. 3 сентября Шафутинск. Танюш, я не знаю эту песню. Мне сегодня это приснится. Или на заднем плане, да, там, не знаю. Миша, сделай донаты без ограничений. У Славы так советует. Курица по зернышку клюет. Я не буду, Саш, потому что начнут донатить по рублю, вот, и писать всякие гадости. Я не буду это делать. Понимаешь? Кому надо, полтинник могут скинуть, кому нравится. Не надо. Привет, Миша. Никитос, привитос. Вот, мне сегодня это приснится. Да ничего не приснится, что. А где Таня у нас? Таня наглая, которая. Она там что? Где ты? Танюша, а ты где? По полу валяется, да? Или уснула. У меня ассоциация с этой песней, вот это «Спят усталые игрушки», «Спокойной ночи, малыши». РТР, помните? РТР было. ОРТ-1, РТР-2. Да. Никакого интернета. 9 часов спать. Танцует Таня Буланова. Сейчас я вообще ничего не понимаю. Мой сын Буланова, танцуй, Таня Буланова. Танюш, ты о чем вообще? О чем ты? Я вот не могу понять. Мне нравится песня «Капкан» из фильма «Девочка». Вот тут, Олесь, я тоже эту не знаю песню. Татьяна Стозуб и мне. Непонятно.
Поехали. Танюш, для тебя песня. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. По памяти пойдет со мной, пойдет разворошит, если согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит к 11 туз. Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что ненадолго, моя весна. Я радуюсь, что здесь хоть это то, но есть. Как мне твоя любовь нужна. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит к 11 туз. Да, под минус она дольше идет, но видите, не хватает. Там да-да-да-на-на-на-на, вот этого проигрыша не хватает. Ну, я ж надеюсь, вы понимаете. Да ну, навье, норм, а где чувства? Какие чувства? Миша, ты говоришь? А у меня привычка такая, Олесь. Да. Завышать. От Арины Татьяновны. Спасибо, Танюш, спасибо огромное за соточку, спасибо. Спасибо, Танюшка. Разобралась, наконец-то. Мне, Олесь, знаешь, кажется, что вот я когда низким голосом пою, мне кажется, это так убого слушается. Хотя, я не знаю. Спасибо, Танечка, спасибо. Да, Юр, третий раз я повторяю вопрос. Третий раз. Когда у тебя стрим, Юр? Нет, у тебя приятный тембр, я не знаю. Таня научила донатить, круть. Ты талант, все супер поешь. Ну, спасибо, Танюш, спасибо, спасибо. Это только начало, ребята. Если у меня все получится, я буду петь песни под минус. Репертуар мой увеличится намного. Ну, пока вот так вот довольствоваться приходится этим. Ну. Аришка сама разобралась. Аришка разобралась. Ну, все, понятно. Понятно, понятно. О, Таня, ты тут, я думал, тебя нет. А, тут. Овощи сейчас заготовка идет. А, вот что. Понятно.
Обалдеть, уже почти 3 часа. Вы со мной, я с вами. Компания с друзьями, время летит незаметно. Да, ребят, действительно. Офигеть. Покури. Сейчас еще 6 минут. Пойду домину. Он только что курил. Это тебе кажется, Олесь, это так быстро время прошло, да? А чё нет? Чё нет? В смысле нет? Так что я давно не пел? Что я давно не пел? Надо что-то найти. А, вот, точно. Про мечту. Сейчас я вспомню. Я сегодня 2 раза пел, Саша. Давайте, я сейчас запутаюсь, конечно, в аккордах. Но вы же понимаете, что я ж не профессиональный певец. Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так, а все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Пусть о любви нечаянной кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится, но и об этом помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так, а все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Тоже вот под минус, офигенно, что-то я в аккордах запутался вообще. Ну да ладно, спасибо, что... Ты чё? Стул забрала куда-то, я не знаю. А вот. Пойду дымить. Я вернусь. С Катей Так, а где же Саша? Мы с Сашей пели песню. Сейчас мы это все посмотрим. Обзор. Это что у нас? Это у нас какая песня? Открыть. И я с тобой. Хорошо. Так, значит, мы сейчас вот так сделаем. Ну-ка.
Это что у нас? Всем здравствуйте. Немножко болею, поэтому улыбки от меня, подписчику Александру тоже. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходила на берег Катюша. Ходи. На берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Саш, ну да, что, решили записать для тебя видюшку, ты же знаешь. Вот. Нам не сложно было. Что-то Кати вот нету давным-давно. О, Блэк Бест, здорово тебе, здорово. Здорово, здорово, Блэк. Я рад, что ты забежал. Стас, да, Стас, здравствуй, дружище, здравствуй. Я знаю, что ты занят. Вот. Ну, спасибо, что зашел. Спасибо огромное. Уроки начались, времени нет, сорянчик. Ну, ничего страшного, что. Учиться надо, учиться, ребята. Учиться неохота, но надо. Ну, куда? Учение свет, не учение тьма, как завещал великий Ленин. Так вот. Черный, привет. Да, черный. Олесь, ну что, я включил тебе песенку эту с Катей. Понравилось? Повторение мать учения, да. 7 раз один, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Туды-суды, шурум-бурум. Как делишки? Относительно неплохо. Ну ладно. Ох. И тут сейчас тебе, Блэк, кажется, что, блин, поскорей бы школу закончить. Да? Вообще. Поверь мне, потом еще хуже будет. Так. Катя женственно, беспредельно. Согласен, Саша, согласен с тобой. Так что учись.
Взрослая жизнь надоест. Я улечу из этой школы. Ага. Я давно отучился и в школу бы ни за что заново не пошла. А я болеть пошел бы. Учиться. Чё? Ненавижу школу. Я любил в школе физру, ОБЖ, пение. Ну, пение, само собой, на 5 с плюсом закон. Ну, ладно. Что еще? Биологию так себе любил. Алгебру, геометрию, это не мое вообще. А я учился во вторую смену в 9 классе. М. Не, я 11 классов закончил прям в средней школе. Вон она. Из окна у меня видно школа. Дядя работал еще. Ох, нифига себе. Круто. Короче, у тебя, Стас, взрослая жизнь началась рано, да? Ну а что, вот у меня сейчас сын старший, ему 18 лет полных. Он тоже работает, учится на связиста, в армии хочет остаться. Ну, сейчас поколение, оно рано взрослеет. Это когда где-то ВКонтакте, что паблик. Сейчас, говорит, детям по 10 лет, у них айфоны, айпады, им все хреново там. Вот. Я, говорит, в 10 лет крапиву палкой херачил, мне было вот так. Да. Блэк, передавай привет преподавателю по русскому языку. Вот русский язык у меня нормальный. Да. Я учителей поправлял по русскому языку, бывало дело. А вот тут вы неправильно написали ошибку. Ой, да, ну бывает. Я старше 17 лет, с ней отучилась. Сын 11 лет, с ним в 6 класс пошла. И мелкой-то... Ой, боже мой. Да сейчас программа такая, сейчас вот когда детишки со мной все жили, ну, мы вместе все жили. Вот он придет со школы, давай уроки. Говорю, я ничего вообще не понимаю, ну, серьезно. С каждым годом все хуже и хуже программы. Чего хотят из детей сделать, я не знаю. В мое время мы букварь учили, я не знаю, сколько там, до какого. Целый год мы букварь учили в 1 классе. Целый год. Букварь в 1 классе. А сейчас надо, чтобы дошкольное вот это, чтобы он там уже умел и читать, и писать там. Он в 1 класс идет, мальчишка, ну, девчонка там, не знаю. Я бы вернулся, да. Сейчас какие-то вот эти бесполезные предметы появились. Какие? Я вот не знаю просто. Там какие-то, все говорят, бесполезные какие-то предметы. Английский, немецкий. Ну зачем они нужны вообще вот эти вот английский, немецкий? Для чего? Кому это пригодилось? Hello, how are you? Fine, thanks, and you? Where are you from? Это банально, научиться за 5 секунд. Хотя, может, я не прав, не знаю. Что такое? Что там колонки, что дребезжат? Для других стран, чтобы уметь. Что уметь, Сереж? Тебя научат в школе, чтобы ты разговорным владел, что ли, английским или немецким? Все поверхностно. Даже как мы на английском, на немецком разговариваем, они нас не понимают, что мы говорим. Вот это вот hello,
Все. Английский нужен сейчас. Вот и учит. Из английского никуда не уехать. Дают словарный запас, а ты уже шустрый, как сам как соединение. Не знаю. Да что за херня? Ну чё такое опять стрим слетает, сука? О. Ну, я не знаю, ребят. Может, я не прав. Но основы, ну да, я помню там основы английского. А что-нибудь поглубже? Нет. Стас, как у тебя с английским? Плохо. Да, сейчас такой язык английский самый распространенный. Ну, я не знаю, как вы, я вот куда я поеду? Я никуда не ездил. Я если в Москву ездил, то на заработки. Какую за границу? Что я там буду делать? У меня денег не хватит. Не знаю. Юрий, жизнь в Германии, Андреевский, привет. Привет, Юр, здорово. Спасибо, что забежал. Что-то мне колоночки барахлят, вот это что-то интересно. А, заходите ко мне Понятно, все ясно. Ну, заходите, кто хотите, что. Я не против. Ну, хоть человек поздоровался. А то некоторые заходят прям. Кто взаимку там, либо что-то. Я в Польше был 8 дней недавно. О, как ничего себе. Лично я даже в Китае не потеряюсь и на русском говорить всех научу. На окраине Кракова у друга дом. А, вон как. Прикольно. Ясно, ясно. Так что я тут по стране ездил, работаю. А сейчас вообще у себя работаю. Здесь на родине малый. Ну как малый, я тут вырос, родился и вот. Ну, сирота был. Я понял, Стас, понял. А что все притихли? 10 человек сидит. Господа, что, плохая тема? Давайте тему сменим. Не знаю. Помогли мы с гражданством, и так вот уже 17 лет, как в Польше. Ух, нифига себе. Всем. Короче, пошел. Я говорю, Олеся уходит, Сережа уходит. Ребятушки, я забегаю всем. Чмоки, Миша, спасибо. Пожалуйста, вам спасибо, ребят, что забегайте ко мне. Спасибо вам, что заходите ко мне.
Че, 4-й час уже? 15 минут. 3 часа 15 минут, как идет стрим. Это что ж такое с колонками-то? Это не гражданство, а карта или что, я не знаю. Ну, я понял тебя, понял. Жена пацанка, спокойной ночи. Че ж ты трещишь-то, Колонки что-то трещат. Ой, хана скоро, наверное, компу будет. Точно. Все, еще уже здесь отвалился. Че это? Печаль, беда. Беда, печаль. Полночь за окном непроглядная, где же ты, моя ненаглядная? Сердцу дорогая и странная, не со мною ты, не со мной. Вдаль зовет дорога туманная, где же ты, моя долгожданная? За тобой пойду, за тобой пойду, за тобой. Милая моя, далеко, сердцу без любви нелегко, за собою зовет меня. Милая моя, долгожданная, ясною звездой на заре, песнею дождя по весне, за собой зовет, любимая, любимая моя. За собой зовет, любимая моя. Встречи буду ждать неустанная, странная судьба моя странная. Где же ты для сердца желанная? Не со мною ты, не со мной. Нежных глаз твоих не забуду я. Глупая судьба моя глупая. За тобой пойду, за тобой пойду, за тобой. Милая моя, далеко, к сердцу без любви нелегко, за собой зовет меня. Милая моя, долгожданная, ясною звездой на заре, песнею дождя по весне, за собой зовет, любимая моя. За собой зовет, любимая моя. За собой зовет, любимая моя. Полли пришла. Приветули, Полли, приветули. Ты где была вообще? Где вы пропадаете все, я не помню. Что же вы все Веру-то ищете? Сейчас она придет.
А что случилось? Полли, Полличка, что случилось? Где Вера? У меня с сентября полно работы. А, вон что. Олику привет. Стас, ты же мне что-то писал, да? Ты когда пел. Поэтому пропад... А, ты с сентября. Я понял. Я понял. Голубь перья на море мочит. А, одноклассники. Да живы, живы, Стас. Живы, одноклассники. Живы. Встреча была что-то в том году, что ли? Меня никто не оповестил. Ну, мне, в принципе, что я туда пойду? Или в том, или... У меня до 17 числа забито все. А, вон как. Что ты, ёханый бабай? Акина 35 умерла. Саш, не обращай внимания. Ну. Вчера было весело, да, вчера народу много было. Да и сегодня, в принципе, что? Что-то ребята заходят и что-то, не знаю, ух ты, ух ты, ух ты. А, ага. Ой. Там есть пару дней пустых, но до 17 полно работы. У меня тоже, Стас, в принципе, каждый день работа. Я только из-за стримов, в принципе, ухожу раньше. Только вот из-за YouTube. Из-за вас. А так можно в такое время приходить. Короче, может там жить вообще. По идее. Сейчас зима наступит, да. Будет тяжеловато. Ну что, прорвемся, что? Кстати, Михаил, замена радиатора, свечей зажигания не интересует. Стас, у меня даже прав нет. Если ты про это дело. Насчет машин я вообще дуб-дубом. Я варил машины. Там такой геморрой, там это все надо разобрать. Все по миллиметру, там, вот особенно двери, эти пороги, лонжер. Ой, как вспомнишь. Не мое это. По мне лучше проще трубу заварить. Такие дела.
Чё, Сань, как думаешь, до 4 догонять или что, до 3,5? Хотя, видишь, мне сосед сказал, пой после 11. Только не громко. А чё, все разбежались. 6 человек сидят. Чё, никто не разговаривает. Пока сидим. Давай пока посидим, что, не вопрос. Всем пока, добра, бобра, спокойной ночи. Давай, Тёма, давай. Завтра увидимся. Да. Ты что, к 8, что ли? Или что? Или у вас опять там к 6? Лопаты в зубы вперед. А все, ушел. После сала спать тянет. Хоть лето вернулось. Не, ну утром прохладно. К вечеру жара. Но это ненадолго. Скоро опять все дожди. Там морозы, снега. Что-то резко все поуходили. А ну-ка-ски. Я сейчас посмотрю. Саня, нет, от усталости. К 8 придем, пока там как ночь. Пока. Ну да. Я понял тебя, Тем, я понял. Так, сейчас мы, значит, поглядим кое-что. Да? Так, здесь поставим. Так. Уже и компьютер что-то. Усталость. Ну, я не знаю, я привык уже вот после работы, стрим. В воскресенье я до обеда сплю, правда, высыпаюсь. У нас мужик приехал с залитым электролитом аккумулятором. Ну, а там же электролит же вроде в аккумулятор заливается. Или что-то я же говорю об этом, друг другу. Мне еще сидеть час. Женщина в футбол играет. Ты на ставках, что ли, Санька, там?
Или что? Вот так вот, вот так вот. О, вот так вот. Да вот я тоже, я не понял вот этого момента. А что, аккумулятор бензин залить, может, он вообще там, я не знаю, Стас, о чем? Ну, о чем там? Да нет. Что так тихо? Да все, Юр, все разбежались. А вот, ну, ребят посидели сколько? 3 часа 30 минут. Вы представь. Ладно, парни, пообщайтесь пока. Сейчас я пойду. Курну. Вы пообщайтесь на свою тему, которую я бы даже поддержать вам не могу, потому что я в этом дуб-дубу, я не соображаю ничего в этом. Ага, я вам пока что-нибудь включу. Так. Мы открыли аккумулятор, а он весь залит электролитом. Нет, я даже молчать буду, потому что я ничего не понимаю в этом смысле. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится,
у реки. Мельница, как мука на мельнице, будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, опоет метелица, счастливо будем жить в доме у реки. Так и не понял, да ты, Саш, о чем Стас говорил. Я вообще в этом не соображаю. Что вот так вот. Ну что, Санька, разбегаться, наверное, надо. Что смысл? Или что? Да, все, Миша, можно закрыть. Ну что, никого нет, нифига, все. Ладно, Санька. Тут еще 2 человека сидит. Давайте, короче, до завтра. Спасибо, что со мной. Да. Были сегодня. Ну, сегодня более-менее нормально.